Меньше чем за 1,5 минуты полуфиналистам нужно выполнить один сольный прыжок, один каскад или одну комбинацию из не более 2 прыжков, один каскад или одну комбинацию из не более 3 прыжков. Все 6 спортсменов уже готовы выйти на лед. Давайте их встречать. Объявляется разминка участников. На разминку приглашаются Матвей Ветлугин, Григорий Федоров, Глеб Лутфулин, Николай Угожаев, Никита Сарновский, Владислав Дикиджи, разрешена 3-минутная разминка. Чемпионат России по прыжкам 2026 года. И это мужской полуфинал, в котором выступают Матвей Ветлугин, Григорий Федоров, Глеб Лутфулин, Николай Угожаев, Никита Сарновский и Владислав Дикиджи. Все эти спортсмены сейчас на льду. А на комментаторской позиции Василий Соловьев и Михаил Коляда. И мы ждем взрыва техники, эмоций. Все то, что должно быть в мужском турнире прямо сейчас. Всем привет! Мы действительно ждем взрыв эмоций, четверные в невероятном количестве. И сегодня на утренней тренировке я посмотрел, ребята все в хорошей форме, то есть они очень грамотно проводили свои 30-минутные тренировки. Да, понятно, что очень многие ребята устали после вчерашнего дня, но я очень надеюсь, держу кулаки, болею за каждого, что все получится. А как тренировки проводят спортсмены перед прыжковым турниром? Что они из себя представляют? Ведь там же нет классических... во-первых, сколько они? 30 минут длятся, 30 да? минут, да. Во-вторых, там же нет прокатов. То есть они один за другим по очереди отрабатывают элементы, или они все-таки отрабатывают вот эту вот еще компоновку, да, минута 30 и так далее? Как это делается? Но сегодня очень многие ребята, они сначала сделали достаточно большую раскатку, там минут 10 покатались, почувствовали, как лед, как они сидят на ногах, проверили какие-то свои ключевые моменты. После этого они начали распрыгиваться. Сначала тройные, потом какие-то сложнейшие тройные, это, например, тройной лутс, тройной аксель. Потом уже переходили к четверным тулупам, сальховым, потом уже старшие четверные пошли, лутс, флип, ридбергер. И таким образом ребята подводили себя к такой хорошей кондиции. Кто-то делал в связках, кому-то надо было сделать паузы. И вот у всех все по-разному. Опять же, повторюсь, как вчера, все сугубо индивидуально. И на самом деле тренировку посмотреть просто тоже невероятное зрелище. Ну, к сожалению, невозможно за всем уследить. Я пытался записать, кто сколько попыток сделал, но глаза разбегаются, Ну, и естественно. просто это невозможно. А есть какой-нибудь отклик по поводу того, что за качество льда на Навка-арене? Прекрасный. Лед очень мягкий, Именно он для прям прыжков, толкает, да, да, то, толкает? что нужно для прыжков. Вау, круто. То есть ни от кого мы не услышим, что ой, лед не тот, след попал. Вот, кстати говоря, про след попал. Мы когда смотрели пары, мне показалось, что партнер, когда выполняли они этот каскад, все-таки попал в след предыдущих участников. И, ну, всякое может быть. Понятно. Ну что же, до окончания разминки осталось несколько секунд. Вы видите, напряжение возрастает, и мы ждем начала соревнований в полуфинале.
Для исполнения элементов на лед приглашается В Матвей полуфинале Ветлугин. исполняется один сольный прыжок, один каскад из не более 2 прыжков и каскад из не более 3 прыжков. И первым Матвей Ветлугин на льду и стартует с четверного Ридбергера и шикарно Класс, стартует. классно. Блестяще. Достаточно мягко, вот как раз в манере Матвея. Еще тоже такой небольшой штришок. Сегодня Матвей на утреннюю тренировку не пришел. Ничего себе. Вот такая тактика интересная, да. Так. Четверной флип. Еще блестяще. Двойной аксель. С двойным акселем в комбинации. Начинает распрыгиваться, прям чувствуется, как он увереннее с каждым прыжком, сидит на ногах, чувствует арену, вот эти все эмоции, и зрители подбадривают его. Поэтому очень надеемся, что все сложится. Евгений Рукавицын следит за выступлением своего ученика. И тот идет на следующий элемент. Четверной флип. А он решил Двойной повторить аксель. каскад. Двойной аксель. Есть. 2 двойных акселя. 10 секунд остается. Да уж меньше. 3 секундочки. И Еще один четверной Ридбергер. великолепно. Прекрасное начало. Ну что, второй Ридбергер, который он исполнил, не лучше первого, мне кажется. Первый даже был, по-моему, понадежнее. Но это сейчас уже судьям решать. Они сейчас нам покажут оценки. И я, кстати, не было у меня уверенности, успел он его все-таки Успел, исполнить. да. То Он есть успел зачтется. до финальной сирены оторваться от льда, поэтому он уже пойдет в зачет. Сложный заход. Четверной Ридбергер судьи находят там небольшой недокрут, Вот в чем поэтому еще оценка дело. будет понижена. А мне он показался таким великолепным. Четверной флип. И вот сейчас в левом верхнем углу был написано четверной флип и знак вопроса. Это значит, что ребро все-таки у Матвея было неясное. Так называемый attention, поэтому в оценке это тоже отразится небольшим понижением баллов. Ну да, вот сейчас мы видим на втором каскаде тоже Четверной та флип, же самая да. отметка. И пусть вас не удивляет минусовая оценка, она именно идет от того, что если есть недокрут или если есть неясное ребро, как в данной ситуации. Слушай, ну это... На самом деле на соревнованиях классических фигурного катания как-то об этом вот забываешь, да, потому что все уходит в хореографию, в постановку, в набор большой элементов, а тут вот все обнажается, вся техника у каждого прыжка. А что, у Матвея проблем разве с ребром на флипе? Честно Я говоря, так по не ходу замечал сезона я раньше. не Было? припомню Я тоже такого. не припоминаю. Ну, видимо, вот судьи все-таки нашли. Как-то на замедленном повторе это все под Но оно специальной не лупой, это ясное, все да, было это же видно. не другое ребро, это же не внешнее ребро луцевое, прямо очевидно. Да, это это так тут просто называемое- плоское такое, да, получается? Прямая. То есть флип должен делаться с внутреннего ребра, а у него такая как бы прямая. Это обидно. А как же так, получается, поторопился, что ли, или что? Ну, Матвей такой опытный спортсмен, он эти прыжки... Возможно, для того, чтобы сделать хорошее внутреннее ребро, да невозможно, а точно, нужно как бы корпус наклонить больше в центр круга. А сейчас, возможно, сейчас точно возможно, из-за адреналина он немножечко стоял ровнее, чем надо. Ну вот и посмотрите, 2 оценки пошли в минус. Ридбергер, естественно, вне зачет. Первый зачтен, и 80 баллов у него. На лед приглашается Григорий Федоров. На льду Григорий Федоров. Некогда победитель турнира по прыжкам. Четверной луц. Тройной аксель. Луц И двойной аксель. Видел, как он сегодня на утренней тренировке прям боролся с этим сложнейшим каскадом. Но мне понравилось, что Гриша в этом году и вообще в этом сезоне начал обращать внимание на выезды. У него выезды стали мягче. Тройной аксель. И еще один тройной 2 аксель. Есть. тройных акселя. Классно.
Посмотри, какая дорогая первая комбинация. Хоть она и с минусом, но даже если минус убрать, то все равно 22,8, получается 20 баллов. Ого-го. Григорий тренируется на этой арене в школе «Нашей надежды». Это для него, можно сказать, родные пенаты. Четверной флип. Достойный набор. Технически еще 20 секунд остается. Для того, чтобы сделать еще одну удачную попытку какого-либо из элементов. Что он повторит? Тройной аксель. И еще один аксель. 3-3-2. Да. Для того, чтобы у судей, у системы была возможность выбрать наиболее дорогую комбинацию. Да, но вот, к сожалению, второй тройной аксель в последнем прыжке у него был явный недокрут. Потому что он прыгал вот прямо перед нами, и он приземлился, и да, там был все-таки недокрут. Молодец, скандируют трибуны. Есть, видимо, своя группа очень молодых поклонниц у Григория Федорова. Прям детские голоса за нашей спиной поддерживают спортсмена. Начал свою серию с четверного лутса, тройного акселя и двойного акселя. Вот здесь такая ошибочка пошла, то есть как бы начал прыгать из круга. Как раз по ходу сезона на примере других спортсменов мы с Алексеем Ягудиным это все обсуждали, что аксель такой коварный прыжок, что если ты не едешь по кругу, то есть там надо ехать на правой ноге и на левой ноге по одному и тому же кругу. Если ты начинаешь выходить из круга, появляются такие вот ошибки. Ну, спас, тащил, молодец. Поборолся, прям выжил максимум из своего времени. Да, и вот сейчас на замедленных повторах тот самый аксель. Да, обратите внимание на Кьюшечку недокрут, ставят, за недокрут. которую получено Q. Это значит недокрут более чем на четверть, но менее чем наполовину. Нет, 45 градусов. До четверти. да. До четверти. До 90 градусов. До 90 градусов. Вместе со Светланой Соколовской они ждут свои оценки под аплодисменты публики. Всегда есть место для второго тренера. Виталий Бутиков. Только-только вот видел, как тренировались на соседнем катке. Здесь же еще есть тренировочная, великолепная, шикарная арена. Школа Соколовской. Там в работе прямо в эти часы, в эти минуты. Даже в воскресенье. Итак, Григорий Федоров с общим результатом опережает Матвея Ветлугина. Перепрыгал. И Глеб Лутфулин на льду. Глеб Лутфулин из Санкт-Петербурга. Четверной Ридбергер. Был когда-то в призах Глеб Лутфулин на этом турнире. Бронзу получал, но только один раз, 3 года назад. Тройной аксель. Тройной аксель. Уже крепко как. Еще один тройной аксель. А какие классные, Классные. они, шикарные, четкие, легкие, изящные. Ось такая точная прям. Как он паузу делал между прыжками для того, чтобы как раз прийти в себя, почувствовать. Очень хороший такой Ритм. Да, и ритм хороший, и комбинация замечательная. Супер. Сплошные плюсы пока что от судей у него в оценках. И Четверной Сальхов. Сальхов. Тройной аксель. Это как раз та самая комбинация, за счет которой он попал сегодня в полуфинал. Великолепное выступление. 20 секунд еще остается. Очень Алексей Николаевич подсказывает, можно Да. что-то еще сделать. Давай, 10 секунд. Что можно улучшить? Тройной аксель.
Ну, кстати, то, что он начал уже делать каскад, если бы он его доделал, то это ему бы зачлось. Потому что если ты начал уже делать каскад и время закончилось, ты имеешь право доделать каскад до конца. Ну, прям публика скандирует, аплодирует. Ну, надо сказать, что музыкальное сопровождение соответствует, дает хороший ритм, хороший драйв. Но все-таки зрители Настроение. понимают, что это полуфинал. Уже вот накал страстей такой, что невозможно просто на месте усидеть. Ну, шикарен был Глеб. Здорово. Татьяна Мишина. Давай посмотрим. Начал свою серию прыжков с четверного Ридбергера. Немножко жестковато приземлился, но как-то вот руками попытался себя поднять, реабилитироваться и получил надбавки от судей. И 3 тройных акселя, 24 балла по базе. Высокие, чистые, все прыжки чистые, здорово. Четверной Сальхов. Небольшой недокрут был. Почему, интересно, посоветовал Алексей Николаевич именно каскад с акселями перепрыгать? Почему не на Ридбергер? Ну, просто, не знаю. Может, если Видимо, Ридбергер какая-то у них еще раз тактика сделать, есть. может, было бы помягче. Они это, хотя- скорее всего, обговаривали на тренировке, потому что, кстати говоря, на утренней тренировке достаточно много времени Алексей Николаевич именно разговаривал с Глебом. То есть как-то его настраивал, подводил. Возможно, они обсуждали тактику. Слушай, ну есть ощущение, что вот именно правильный настрой, это то, и психология, это то, что в первую очередь нужно для всех этих ребят, ну, потому что делать-то они эти элементы умеют. На лед приглашается Николай Угожаев. И на льду победитель этого турнира в прошлом году, действующий чемпион Николай Угожаев, ученик Дмитрия Хромина. Четверной Луц. Тройной аксель. Ну, не идеально, не идеально. Не совсем то, что запланировано. Потому что я видел на тренировке, он делал четверной Луц и 2 тройных акселя. Да-да-да, видимо, с этого и должна была начинаться его программа прыжковая. Также он делал комбинацию четверной флип, 2 тройных акселя. И на тренировках у него получалось все очень так складно. Видишь, надбавки от судей здесь он не получил. Четверной Луц, падение. Напоминаем, что есть у спортсменов возможность сделать 2 попытки для Давай, каждого давай, из давай, своих давай, элементов. давай, Коля, не А время расклеивайся. идет, 30 секунд осталось. Так, падение на Луце — это серьезный минус. Да еще и на первом элементе он не получил плюс от Четверной Луц. судей. Луц сделан. Но тоже же не будет больших плюсов. Наверное, там 0,5 прибавят. Ой, Минусы. даже минусы пошли. Потому что слишком сильно кивнул спиной на выезде. Кивнул. И... Тройной аксель. Ах, Николай, ах, Николай. Все-таки секундомер действует на нервы. Да, безусловно. Действующий чемпион этого турнира Николай Угожаев, к сожалению, не смог отстоять титул. Совсем выступление расклеилось. Ну, а как на тренировке, вот ты говоришь, этот каскад был с 2 тройными акселями и четверным. Он прям шел, этот... Прям шел. Да, Да, всё. то есть действительно Коля был в такой хорошей кондиции. Возможно, немножко не хватило собранности, концентрации, потому что бывает, часто такое бывает, когда ты выходишь на тренировку, делаешь все, у тебя появляется такая уверенность, что ты теперь вообще все можешь сделать. Но нет, все равно каждый выход на лед — это всегда как с чистого листа, и ты пишешь вот эту всю свою историю. То есть нельзя забывать о том, что каждый раз как по новой. Ну а вот каков вообще стиль прыжков Николая Угожаева? В чем его отличительная особенность от других? У него хорошие зубцовые прыжки, флип и луц. То есть у него техника поставлена таким образом, что процент выполнения очень высокий. Масштабная фан-база у Николая Угожаева. Огромное количество поклонников. Вот они
Оля, мы с тобой. Конечно, что бы ни произошло, конечно же, на прыжковом турнире. Ну, надо сказать, что прошлый сезон, получается, так был у него прямо очень в плюс, да. В этом году на чемпионате России 10-м местом он финишировал. Хотелось бы лучше. Интересно, это какие-то проблемы роста или просто турнир не сложился? Не нам судить, посмотрим в перспективе. Сейчас у него 4-е место с отставанием на 3 балла от Матвея Ветлугина. Ну и, конечно, он не выходит в На лед финал. приглашается Никита Сарновский. Никита Сарновский на льду. Ученик Евгения Плющенко из Академии ангелов. Четверной Плющенко Ридбергер, вау. Так вот прям как шагнул, да? Они как бы... Как тройной. Это То есть правда. настолько легко, высоченный, такой баллон у него. Баллон. Да, Потом это объяснишь, такой, что на это. жаргоне. Ой-ой-ой. Срыв четверного луца. Так, главное не захвалить. Давай, Никита. Ну, вот когда получается у Никиты прыжки, это, конечно, это прям событие, зрелище настоящее. Мне жаль, что вы не на стадионе и не видите, как он Четверной летит. луц. Тройной аксель. Да, тройной аксель. Супер! Четверной, 2 тройных акселя. И его успокаивает Евгений Плющ, чтобы он, да, пришел в себя. Сегодня, кстати говоря, вот тоже на тренировке Никита делал такие ошибки, что ну вот надо немножко взять паузу, чуть-чуть остановиться, потому что его прям заносило иногда. И Евгений Викторович как раз и показывал примерно те же жесты. Четверной луц. Тройной аксель. Есть. Отлично. Все, больше ничего не буду повторять. Останавливайте время. Здорово, здорово. И поклон, конечно же, нужно это все оформить, чтобы все было красиво. Да, все было очень красиво. Ну, да, была попытка одна прыжковая неудачная, но спортсменам дается возможность сделать 2 попытки, и он, Никита Сарновский, использовал эту возможность. Евгений Плющенко, Сергей Алексеев, тренерский штаб. Смотрим в повторе. Оцените высоту. Это просто шикарный Ридбергер, правда, шикарный. Да, красота. До этого выполнял Глеб Лутфуллин, он был такой как бы рабочий, а этот прям шикарный. Судьи оценили на плюс 3,15. Это очень высокие баллы, там, наверное, плюс 4, плюс 5 практически все поставили. Но мне- Четверной луц, 2 тройных акселя тоже вообще замечательно. Мне кажется, что для Никиты вот этот турнир, как ни странно, будет еще дополнительно в плюс его какой-то уверенности и, как это ни странно звучит, артистичности. Потому что это дополнительный повод поднять глаза ото льда и быть более уверенным, более раскованным. Ему нужно раскрыться дополнительно. Понятно, что его сильная сторона – это прыжки. И вот благодаря успеху на таком турнире он сможет быть более уверенным и на других турнирах. Отличный результат, на 15 баллов больше, чем у Глеба. На льду Владислав Дикиджи. И уже дошел черед до Владислава Дикиджи, лидера этого турнира. Только-только его объявили, и он уже Четверной делает луц. четверной луц, Тройной аксель, тройной аксель Ойлер тройной Сальхов. и тройной Сальхов. Можно выдохнуть немножко. Мы так напряжены, что друг за другом повторяем название. Давай, один раз ты, один раз я. Хорошо. И Ойлер, напоминаю вам, не считается за прыжок. Это элемент, который можно использовать в комбинации. Парни все настроены, все заряжены. Главное вот не растерять этот заряд и все отпрыгать, потому что осталось 45 секунд. Четверной луц. Ойлер, тройной Сальхов. Есть! Прекрасно, чисто, элегантно, спокойно.
таком, как будто бы очень спокойном состоянии он находится. Олег Татауров наблюдает, его тренер, за выступлением, и тоже очень сдержан. Четверной Сальков. Тоже все очень размеренно. Никаких вопросов. Причем, обратите внимание на время. Ну, то есть он не давал себе право на ошибку. Он так разложил еще эти элементы по отведенному времени, по тем 1,5 минутам, что вот у него уже не оставалось бы времени на вторую попытку. То есть он был уверен в исполнении этих элементов на 100%. Стартовый четверной Луц, тройной аксель, Оллер, тройной Сальков. Прям здорово. Было видно, что ему немножко неудобно, и он старался, боролся вытаскивать. Да, было неудобно перед Оллером, перед Сальковым. Все-таки его начало там вести, но справился, потому что он очень опытный спортсмен. Четверной Луц, Оллер. Не допустил никакой суеты и спешки. Да. Тройной Сальков. Вот, кстати говоря, вторая попытка четверного Луца была гораздо мягче. То есть он как будто бы тоже распрыгался, почувствовал себя в воздухе в положении долгого вращения. Ну и Сальков четверной просто вот практически эталонный. Для меня 100% так. И Владислав Дикиджи получает общий результат 58 с лишним баллов. И это второй результат на данный момент. И в финал выходят 3 спортсмена: Сарновский, Дикиджи и Лутфуллин. Полуфиналы у мужчин уже позади. Это была настоящая мужская разборка. Никто не хотел уступать ни балла. Каждый раз на чемпионате по прыжкам думаешь, ну куда уже лучше, куда выше. Но нет, спортсмены выходят и каждый раз превосходят наши ожидания. Браво! Но, к сожалению, правила турнира суровы. Не все могут пройти дальше. Мы говорим спасибо тем парням, кто боролся до конца, рисковал, но, к сожалению, не прошел в финал. Ваше выступление было мощным, но удача выбрала других. Вы заслужили овации зрителей и телезрителей. А теперь внимание на экран. Вот они, счастливчики, пробившие себе дорогу в решающий раунд. Никита Сарновский, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин. Именно эти 3 спортсмена продолжат битву за первое место и 1 000 000 рублей. Круг претендентов сузился, и финал обещает быть запоминающимся.